Познаем Китай об экономике, бизнесе и не только. Добро пожаловать на мою авторскую передачу о Китае. Меня зовут Владимир Терентьев. Хотите получать важную и интересную информацию о Китае, познавать о новых бизнес-тенденциях, разбираться в Китае, понять Китай, получать самые последние экономические показатели Поднебесной? Подписываемся на мой канал и жмем на колокольчик, чтобы не упускать видео подкаста. Кстати, кто хочет выучить китайский язык? Интенсивно за 1 год. Обучение проходит с носителем в конце года сертификация ЧСКИ. Вы можете добиться 4-го уровня из 6 возможных. Легко, весело и быстро. Получить одно пробное занятие вы можете по ссылке, которая находится под этим видео. Сегодня мы с вами поговорим об отношениях Индии и Китая. Рассмотрим эту информацию в цифрах. Слушаем видео до конца. В конце подкаста вас ждет интересный вопрос, на который вы можете оставить ответ в комментариях. И мы обязательно обсудим ваш ответ. Для многих международных компаний 2020 год действительно стал годом черных лебедей. Недавно правительство Индии объявило о письменном запрете, заявив, что по соображениям национальной безопасности запрещается использовать 59 интернет-продуктов, связанных с Китаем, в их стране, в том числе зарубежные версии Douyin или TikTok, Kuaishou, WeChat, такие приложения, как Чедзи, Kuaichuan, браузер UC и так далее. Это означает, что все усилия китайских интернет-компаний в Индии за последние несколько лет были утеряны или потеряны. На текущем индийском рынке 6 из 10 лучших мобильных приложений пришли из Китая, среди которых TikTok является самым популярным. Индийцы тратят 48% своего свободного времени на это приложение каждый день. 48%. Еще одним приложением является браузер UC, который занимает 44% рынка, превосходя Google Chrome. Другим примером является экспресс-баклажан, который установлен на более 80% интеллектуальных устройств в Индии. Когда эти интернет-продукты будут исключены из перечня на индийском рынке, индийские потребители скоро найдут альтернативные продукты, что означает, что китайские интернет-компании полностью потеряют индийский рынок с 950 миллионами интернет-пользователей. Индия и Китай являются двумя крупнейшими по численности населения странами Азии и двумя крупнейшими развивающимися странами. После 1978 года, благодаря реформам открытости, Китай превратился во вторую по величине экономику в мире. И разрыв между Индией и Китаем сильно вырос. В дополнение к этим интернет-продуктам, которые недавно были запрещены, китайские товары, хорошо продаваемые на индийском рынке, включают следующие категории. Первая категория – это недорогие и качественные товары первой необходимости. Сюда включается косметика, игрушки, предметы домашнего обихода, обувь, часы и так далее. Среди них в области смартфонов китайские торговые марки, как Xiaomi, Vivo, Oppo, поделили 80% индийского рынка смартфонов. Вторая категория – это промышленное сырье и оборудование, необходимое для развития индустриальной экономики Индии. Вовлечены отрасли от стали, электроники, автомобилестроения до медицинского оборудования и так далее. В настоящее время в промышленном развитии Индии 65% сырья зависит от китайского импорта. Например, Индии необходимо ежегодно импортировать из Китая более 73 миллиардов юаней только телекоммуникационного оборудования. Что касается энергии, 30% производственных мощностей Индии производятся на китайском оборудовании. Особенно панели солнечных батарей. Импортируется 87% из Китая Индии. Именно в это время, по мере обострения китайско-индийского пограничного конфликта, движение внутреннего сопротивления против китайского производства Made in China стало набирать обороты. В дополнение к этому запрету на интернет-продукты многие города в Индии разразились против китайского производства в виде уличных движений.
некоторые радикальные настроенные люди начали громить китайские магазины. И даже СМИ публично призывают к бойкоту китайских товаров. В настоящее время общий объем экспорта Китая составляет 2,5 триллиона долларов США. Экспорт Китая на индийский рынок составляет 37 миллиардов долларов США, что составляет 3% от общего объема. В абсолютном выражении экспорт не очень большой, но в конечном итоге исчезновение индийского рынка является серьезной неудачей для Поднебесной Китая. В глобальном экономическом мире всегда существовала концепция китайского дракона и индийского слона. По мнению многих людей, 21 век – это азиатский век, означающий подъем Индии и Китая в этом регионе. И политическая, экономическая конкуренция между двумя странами представляет собой явление реальности на протяжении веков. На этот раз всесторонний бойкот китайской продукции в Индии сопряжен со сложными факторами. И самым непосредственным фактором является конфликт между Китаем и Индией. Кроме того, есть два долгосрочных фактора. Первое – это оборонительная сила, предоставленная Соединенными Штатами, стратегическое сдерживание подъема Китая. Индия и индийский рынок, несомненно, являются очень важными стратегическими фигурами. Кроме того, для внутренней экономики Индии пострадавший от эпидемии экономический спад в Индии в 2020 году очень серьезный. С точки зрения данных, его индекс PMI упал до тревожного значения 5,4, а индекс промышленного PMI составляет всего лишь 27,4. К первой половине этого года долг индийского правительства составлял 85% ВВП. В результате международный кредитный рейтинг Индии был скорректирован до уровня BBBB, самого низкого инвестиционного уровня и даже ниже, чем у Греции, которая обанкротилась в результате европейского долгового кризиса. На фоне вялого экономического роста и снижения кредитных рейтингов Индия должна оживить внутреннюю экономику, а правительство Индии должно отвлечь внутренние конфликты и оживить национальную экономику. Бойкот на товары, произведенные в Китае, от интернет-компаний до товаров для дома, стал одним из шагов для индийских компаний, чтобы спасти себя. А для многих китайских компаний Индия была действительно сложным рынком последние несколько лет. Но эти изменения в 2020 году превзошли ожидания многих. Политическая и экономическая игра между Китаем и Индией и возможность смягчения последствий в будущем окажут значительное влияние на эволюцию их соответствующих внутренних политических и экономических моделей. Небольшой вопрос для вас, слушатель. Когда есть конфликт или трение между двумя странами, считаете ли вы, что бойкот импортируемых товаров – это рациональное решение? Давайте поговорим об этом. Ответы оставляем в комментариях. Большое спасибо за ваше внимание.